Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Вот дом. И он выглядит как картинка. Индивидуальный проект, очень стильный. И у него своя история. Пойдемте, я вам все расскажу. Самуил Маршак был совершенно прав. Всякий дом начинается с картинки. Точнее, с проекта. Он был разработан одной федеральной компанией, но когда заказчик оценил расходы, то передал работы по строительству самарской компании «Новика». Ее специалисты нашли ряд интересных решений для того, чтобы сделать дом индивидуальным, а заодно сэкономить деньги заказчика. Одной из самых главных особенностей этого проекта было то, чтобы все было под одной крышей. Так как люди уже в возрасте и с мудростью смотрят на дальнейшее проживание, сауна и гараж находятся под одной крышей. Хотя дом одноэтажный, в проекте заложено все, чтобы в нем свободно могла проживать полноценная семья. 3 спальни, кабинет, зал, гараж на 2 машины, сауна и внушительный подвал для хранения вещей. Благодаря интересной конструкции здания жить в нем можно круглый год. Отделка интерьера будет выполнена в светлых тонах и минималистичном дизайне, а сауна будет отделана липой. Давайте-ка пройдемся. Наверное, вы подумали, что одноэтажный проект – это не очень здорово, но таково было желание заказчиков. Это люди в возрасте, и они не очень хотят бегать по лестницам, поэтому одноэтажный проект их вполне устроил. Обратите внимание, что из дома нет прямого выхода в гараж. Вообще-то вот это вот спальня, а гараж за стенкой. Сделать выход не проблема, но, опять же, заказчик не хотел, чтобы в дом из гаража проникали посторонние запахи. Ну, в общем-то, это логично. Вообще в этом доме целых 3 спальни. Здесь одна, тут планируется 2, и там будет 3. Здесь планируется хозяйский кабинет, а вот там будет большая, просторная и светлая общая комната, совмещенная с кухней. А из кухни планируется прямой выход на веранду, а затем в сауну. Гордость любого загородного дома. Хозяева задумали здесь целый комплекс помещений. Здесь будет одна ванная, здесь комната для отдыха, здесь непосредственно сауна, еще одна комната для отдыха, а здесь будет техническое помещение, в котором будет располагаться оборудование, которое будет поддерживать жизнь в этом доме в любое время года. Как видите, проект довольно простой, но очень практичный. Он предусматривает все необходимое. Но не менее интересна конструкция дома. Разработчики применили технологии, позволяющие не только усилить конструкцию, но и существенно сэкономить. Дом покоится на свайно-ростверковом фундаменте. Это современная конструкция, которая позволяет оптимально распределить нагрузки. При этом она требует значительно меньше усилий и материалов, чем традиционный цельноналивной фундамент. А это означает, что заказчик экономит деньги, но при этом не теряет в качестве и надежности. Территорию выровняли бульдозером, вырыли траншею по всему периметру, подготовили все, чтобы сделать опалубку. Ямобуром вырыли под сваи отверстия в земле. На объекте уже заведено дерево, из которого будет выполняться опалубка. Выбрали первый сорт для того, чтобы можно было это дерево потом использовать в дальнейших каких-то работах на чердаке или еще где-то. Вторым этапом мы сделали армирование будущего фундамента и опалубку. Следующим этапом мы сделали место под сваю. То есть сваи делаются на расстоянии 2 метров друг от друга. Мы сделали сразу же гидроизоляцию обычным рубероидом, чтобы, когда мы ее зальем, соответственно, влага не проходила в саму сваю. Во время бетонирования фундамента, для того, чтобы он набирал свою прочность равномерно, мы использовали бетононасос. Он позволил нам подавать бетон в нужное место и равномерно затвердевал.
Дальнейшее дело техники. Стены возводятся из современного газобетона, недорогого, но достаточно прочного и долговечного материала. Изначально планировалось использовать керамоблоки, но газобетон оказался лучше в обработке, сверлении, нарезке, да еще и дешевле. А для придания стильного вида и улучшенной защиты используется фасадный кирпич разных цветов. Обратите внимание на конструкцию крыши. Толстые лаги уложены в специальные пропилы в газобетонных блоках. Это придает дополнительную прочность и в то же время не требует особых трудозатрат, так как газобетон легко пилится. Кроме того, не требуется какой-то сложный дополнительный крепеж. Опять же, экономия. Для того, чтобы сделать карниз, мы выполнили каркас треугольником и обшили его профлистом SS8. Углы примыкания мы закрыли углом. Металлочерепица была заказана по проекту. Ее толщина пятерка — это 0,5 мм. Крепим мы ее шурупами специально, где стык идет волны, для того, чтобы не было видно самого шурупа со стороны. Первые работы, которые проводятся по монтажу крыши, начинается с крепления мурлата. Крепится он по всему периметру стены, анкируется анкерами 250 на 12 к газобетону. Следующим этапом мы кладем деревянные перекрытия. Следующим этапом мы делаем парагоны. Парагоны — это идет каркас, который идет внутри крыши. Он делается, верхняя часть, из бруса 200 на 100. Опоры делаются из квадрата 150 на 150. Также мы обязательно устанавливаем укосины, которые подрезаем, и они обеспечивают более надежную и прочную конструкцию. После того, как мы установили парагоны по всему периметру, мы устанавливаем стропильную систему. Мы делаем ветрозащиту поверх и укладываем обрешетку. Про дымоходы. Мы сделали их из кирпича, снаружи обшили утеплителем изовер. Остекление данного дома окнами делали также мы. Профиль был выбран Рихау и сами стеклопакеты с энергосбережением, для того, чтобы на 20% тепло сохранялось лучше в этом доме. В следующем году на месте этой пленки будет панорамное остекление, абсолютно прозрачное, которое будет позволять наслаждаться и видом, и в тот же момент будет тепло в доме. Об экономии мы говорим много, но сколько действительно сэкономил заказчик этого проекта? Давайте узнаем. У меня здесь полный расчет стоимости дома. В нее входят материалы, рабочие, техника, транспортировка, в общем, все. Хотите узнать цифры? Так вот, за все заказчик заплатил 5 миллионов 468 тысяч рублей.
Вроде бы приличная цифра, но если бы все было выполнено по традиционным рецептам, то стоимость дома увеличилась бы примерно на 1 миллион, а может быть и больше. Да за эти деньги можно половину интерьера сделать, если, конечно, сильно не шиковать. В общем, выгода для клиента налицо, а конструкция не хуже, чем у окружающих зданий. Вот это я и называю магия строительства. И это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Подписывайтесь на канал, смотрите новые видео. Пока!